Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами сделаем вот такой веночек с эустомами. Я давно не работала с фоамираном и решила все-таки немножко с ним поработать. Ну и для этого веночка мы будем использовать сами цветы, а также небольшое количество лепестков. Использовала в работе я фоамиран иранский, толщиной 1 мм. Вы же можете использовать как зефирный фоамиран, так же и китайский, и любой другой, главное не толстый. Я использую иранский только потому, что я привыкла с ним работать, и он у меня есть в наличии. Для своего веночка я использовала два размера цветочков. Делала я их аналогично, только размер квадратика я брала разный. Но для тех, кто не может вырезать сам лепесточек, я тут сделала небольшой набросок, так сказать, небольшую подсказку, так что переходите в описание или распечатывайте в формате А4 или рисуйте сами от руки. Ну а также для тонировки своих лепестков я буду использовать масляную пастель. Вы же можете использовать как сухую, так же любые краски, которыми вы пользуетесь. И учитывайте, если вы пользуетесь масляной пастелью, вам нужна сухая губка, ну а если сухой пастелью, вам нужна влажная губка или влажная салфетка. Подкрашиваю низ нашего лепесточка, складываю в гармошку и все хорошо прокручиваю. Можно в работе использовать утюг, вы просто нагреваете, а потом уже скручиваете свой лепесток. Я почему-то не очень люблю работать с утюгом, но, наверное, зря, потому что после такой работы просто болят пальцы. Это главная причина, почему не особо хочется работать с фоамираном. Бумага меня устраивает намного больше. Прокрутили лепесток, потом я его немножко выгибаю посередине и закручиваю край нашего лепесточка. Для ножки я буду использовать проволоку толщиной 0,7 мм, приблизительно 8 см. Не делаю ее очень длинной, для того, чтобы потом она нам не мешала. Ну а на бутончик также я еще буду использовать заготовку из фольги, которую можно делать любого размера. А теперь серединка нашего цветочка. Беру небольшое количество тычинок, у меня где-то штучек 5. Они покупные, я их не делала сама. Беру проволоку, делаю небольшую петельку, вставляю туда наши тычинки, все хорошенечко зажимаем и наносим небольшую капельку клея для того, чтобы тычинки у нас не разваливались. А теперь собираем все наши лепестки в веер. Для своих цветочков я использовала 10 лепестков. Вы же можете использовать как большее количество лепестков, так и меньше. Все зависит от того, какой цветочек в итоге вы хотите видеть. Ну а на каждый бутон я использую по одному лепесточку. Приклеиваю каждый лепесток на расстояние приблизительно 5 мм друг от друга. После того, как приклеили все лепестки, наношу клей на самый последний лепесток и закручиваю, соединяя все наши лепесточки. Убираем клей, чтобы он у нас нигде не висел, убираем все ниточки. Ну и я решила, что еще не мешало бы немножечко закрутить край наших лепестков и сделать наш цветочек более объемным. Затем вставляем серединку, наносим небольшую капельку клея, все хорошенечко закрепляем. Вместо горячего клея, конечно, наверное, лучше использовать секундный суперклей. Но у меня на данный момент его нет, поэтому я использую горячий клей. Но с секундным клеем у вас будет цветочек намного более изящным, так как все-таки горячий клей, он дает утолщение фоамирану. А теперь сам чашелистик. Беру квадратик 4 на 4 см, складываю его на 4 части, вырезаю форму лепесточков и прокручиваю между пальчиков. После этого все хорошенечко снизу приклеиваем. Середину цветочка также закрываем и края. Если есть какой-то косяк на нашем цветочке, в этот момент очень легко его закрыть.
просто наверх приклеить чашелист. Я приклеиваю все листики, немножечко где-то подкручиваю, убираю ниточки. И также я тейпирую ножку своего цветочка. Тейпирую я тейп-лентой. Мне кажется, что в работе с фоамираном именно тейп-лента – это идеальный вариант. И таким образом я делаю все свои раскрытые цветочки, у меня их на данный момент всего лишь 2, но вы для своей работы можете использовать их и больше. А теперь сам бутон. Мы хорошо и плотно обклеиваем всю нашу заготовку лепесточком. Моя заготовка приблизительно 2 сантиметра, и делаю я ее в форме капельки. Все хорошенечко приклеиваем, закрываем нашу всю фольгу, срезаем снизу лишнее и точно так же приклеиваем чашелист. Размер квадратика я просто беру меньше, это где-то 3 на 3 сантиметра. Вы можете чашелистик вырезать сами, как с 4 лепесточков, так же и из 5. Я делаю с 4, потому что мне удобно так вырезать фоамиран. И не нужно делать никакие схемы и шаблоны. А теперь сами листья для нашего веночка. Я использую первый попавшийся молд. Он мне не особо нравится, но он оставляет слабые прожилки, которые в принципе мне и надо, так как универсальный молд, мне кажется, очень сильно дает фактуру нашему лепестку, а у самой эустомы у нее очень слабые прожилки на листиках, поэтому я использую именно этот молд. Но если у вас его нет, вы можете его не использовать или прожилки сделать просто иголкой. Затем вырезаю форму лепесточка, немножечко его тонирую и приклеиваю небольшой кусочек проволоки. Обматываю тейп-лентой. Это делать не обязательно, если у вас в работе не будет видно ножку. Я беру проволоку 60 сантиметров и обматываю ее тейп-лентой. Также по краям, отступая где-то по сантиметров 6, я делаю петельку. Петельку я делаю с помощью карандаша или ручки. Тогда у нас петелька получается ровная и красивая. После того, как сделала петельку, я выравниваю всю нашу проволоку и обкручиваю тейп-лентой. Тейп-лентой я обкручиваю именно до того места, где у меня будут сами цветы. Таким образом, когда мы с двух сторон обмотаем нашу проволоку, наша тейп-лента не будет нигде слазить с нашего веночка и будет держаться крепко. А теперь намечаем, где будут наши цветы. Я обычно нахожу середину своего веночка и отступаю приблизительно 4-5 сантиметров в сторону. И уже с этого места я начинаю прикручивать все цветочки и листики, начиная с самых маленьких, заканчивая самыми большими. Но вы же можете выбирать расположение своих лепестков, бутонов, цветов, как хотите. Я обычно смотрю именно так, как мне нравится больше. Я не придерживаюсь никаких правил. Я считаю, что каждый мастер должен быть индивидуальным, должен создавать работу так, как он ее чувствует. А делать и указывать то, как оно должно быть, это неправильно.
Все равно каждый человек, делая одну и ту же работу, делает ее по-своему. И она получается по-своему красивая и оригинальная. Самое главное, чтобы ваша работа была очень аккуратная. На это нужно уделять большое внимание, поэтому обязательно убирайте все ниточки от горячего клея. Если вы испортили лепесток или каким-то образом что-то вымазали, замените его. Не портите свою красоту. Мне вот веночек пытается испортить Тася, и убрать ее со стола просто невозможно. Я думаю, те, у кого есть коты, меня понимают. Прикручиваю все свои цветочки, выгибаю, располагаю в том месте, где мне это нравится. В конце я добавляю еще 2 лепесточка, чтобы немножко завершить свою композицию. И на этом мой веночек будет готов. Обкручиваю до конца тейп-лентой. В конце тейп-ленту лучше закрепить все-таки суперклеем, для того, чтобы она не разматывалась. Так как ни крути, а тейп-лента не совсем хорошо приклеивает. Но для того, чтобы завершить до конца свою работу, я решила использовать не ленту, а у меня был вот такой шнур. Не знаю, как его правильно назвать, по-моему, его использую в скрапбукинге. Он мне похож на бумажный или соломенный, я не знаю, как он называется. Если вы знаете, пишите обязательно в комментариях. У меня осталась она от шляпы, я ее сняла и вот решила завязать на свой веночек. Мне кажется, она идеально подходит для моей задумки. Ну, у меня получился вот такой милый веночек, который можно использовать в любых свадебных прическах. Также можно прицепить их на заколку, на ободок. Это уже может экспериментировать и делать каждый. Но если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!